Всем добрый день! Сегодня я подскажу рецепт одной замечательной маски. И эта маска по-своему уникальна. Кстати, рецепт я пропишу в описании к этому видео, но советую один раз хотя бы видео пересмотреть, потому что я буду подсказывать, как лучше наносить эту маску, как ее лучше выдерживать и как ее лучше потом смывать. Так вот, возвращаемся к уникальности нашей маски. Дело в том, что маска это комплексного действия. И ее одни из потрясающих функций, они для вас, может быть, будут самыми главными. Например, кому-то сейчас важно омолодить кожу своего лица, кому-то важно убрать раздражение и побороться с куперозом, а кому-то важно, пока сейчас сезон позволяет, побороться с пигментацией и выровнять тон лица. Так вот, наша маска занимается всеми этими проблемами. Благодаря тому, что в ее основе рисовая мука, богатая крахмалом, эту маску по своим омолаживающим свойствам мы можем поставить в один ряд с нашими популярными, любимыми масками на основе крахмала, которые мы пафосно называем маска с эффектом ботокса. Но благодаря богатому составу риса маска не только обогащает нашу кожу, не только омолаживает, но она борется с пигментацией, она борется с куперозом, и благодаря тому, что в маске есть витамин В5, она способствует заживлению нашей кожи. Ну и поскольку мы маску обогащаем касторовым маслом, то все ее вот эти омолаживающие, заживляющие свойства, конечно, будут усиливаться. Ну и напомню, касторовое масло тоже само по себе используется для борьбы с пигментацией, в частности с веснушками. Поэтому я сейчас поменяю ракурс камеры, мы с вами будем делать маску, потом я ее буду наносить. Но еще хочу сказать большое спасибо тем людям, которые прислали донаты на развитие моего канала и на издание книги. Это Валерчик, это Амина, это Ирина и Николай Николаевич. Так что сейчас спасибо вам большое, но я сейчас меняю ракурс камеры, и мы с вами начинаем делать нашу маску. Итак, делаем для лица нашу отбеливающую маску. Причем мы акцент делаем на отбеливание, но на самом деле эта маска обладает выраженным лифтинг-эффектом, и она борется с глубокими морщинами. То есть маска комплексного действия. Для этой маски нам понадобится рисовая мука, около 1 столовой ложки, 1 белок, точнее белок от 1 яйца. Нам понадобится касторовое масло и, возможно, вам понадобятся сливки, если масса у нас будет достаточно густая и неудобная для нанесения. Итак, предварительно мы берем наш белок и добавляем к нему 1 столовую ложку рисовой муки. Почему именно рисовая мука? Дело в том, что рисовая мука очень хорошо используется в странах Азии, женщинами Азии, для как раз-таки осветления, отбеливания кожи. И вообще рисовая мука очень богата витаминами В. В частности, в ней есть витамин В5, который великолепно заживляет нашу кожу. Витамин В3, неоцинамид, который применяется для отбеливания. Да и вообще рисовая мука – это кладезь аминокислот, в том числе незаменимых. Очень важные аминокислоты в плане восстановления, регенерации кожи, восстановления натурального увлажняющего фактора, то есть потрясающе. Ну и целый комплекс минералов. В частности, здесь есть цинк, который нужен для восстановления иммунитета нашей кожи и для нормализации состояния, ну, например, когда у нас есть прыщи или чувствительная кожа. А также помимо кальция, калия, селена, магния, здесь есть такой замечательный минерал, который называется медь. И вот этот минерал нам нужен для омоложения нашей кожи. Он участвует в выработке коллагена. Смотрите, вот мы смесь нашу взбили. В принципе, вот уже вот эту массу можно наносить на наше лицо кисточкой, и она будет великолепно и отбеливать нашу кожу, и подтягивать. Но я к этой массе добавляю 1 чайную ложку касторового масла. Во-первых, касторка здесь тоже будет работать как мощный увлажняющий, питательный, регенерирующий элемент. То есть, смотрите, у меня касторка настоящая. Она вот такая вот густая. Если заменять каким-то маслом, то, конечно, найти замену касторки очень сложно. Если вдруг у вас нет касторки, ну что ж, используйте оливковое масло, масло жожоба, масло виноградной косточки. Так вот, касторка еще помимо своих потрясающих заживляющих регенерационных свойств, она очень хорошо отбеливает нашу кожу, высветляет кожу. Поэтому вот сейчас можно, пока сезон неактивного солнца, применять в том числе маски с касторкой именно для осветления кожи. Смотрите, вот такая вот потрясающая масса. Если бы мы с вами чуть-чуть, допустим, больше рисовой муки положили, получалась бы очень густая масса, то я бы вам посоветовала добавить
добавить небольшое количество сливок. Ну а так у нас классическая наша маска готова. И идем ее наносить. Приступаем к нанесению нашей отбеливающей маски. Но, как вы видите, я уже в некой полной боевой готовности, потому что перед этим я нанесла маску с эффектом патча. Эту маску с эффектом патча, у вас сейчас в правом верхнем углу всплывает подсказка на рецепт этой маски, я применяю для зоны вокруг глаз, потому что она великолепно подтягивает верхнее веко, разглаживает морщины, в частности гусиные лапки, убирает темные круги, отеки и борется с пигментацией в области глаз. А также эту маску с эффектом патча я наношу на зону глубоких морщин. И вот по мере того, я уже должна была все нанести и улечься, но поскольку я снимаю видео, вот будет заметно, как эта маска начинает растрескиваться от того, что я говорю. Да, или как вот здесь четко проявляются мои глубокие морщины, которые визуально, может быть, не будут заметны. Поэтому дома вы все делаете гораздо быстрее и, конечно же, молча. Итак, ускоряемся. Наносим мы нашу маску кисточкой. Наносим строго по массажным линиям. Но давайте начнем с области носа. Подтягиваем наш нос вверх. Теперь смотрите, тоненьким слоем, буквально по маске патчу. И теперь пошли по массажным линиям. Все делаем строго по массажным линиям. Можно нанести несколько слоев. Верхняя губа, кисетные морщины. Теперь смотрите, я один слой нанесу на кожу, там, где у меня нет никакой маски. Если вы не делаете, допустим, вот эту самую маску патч, да, вы можете сразу наносить вот отсюда. Но я пока первый слой наношу. Обязательно мы обрабатываем зону шеи, желательно декольте. Все делаем строго по массажным линиям. И теперь смотрите, маска очень быстро прихватывается. Я теперь наношу еще один слой, но уже вот четко. И сейчас еще слой прихватится, я нанесу корсетным методом, но поскольку маска не только отбеливает, но оказывает лифтинг-эффект, то я еще буду наносить снизу вверх. Ну, давайте, чтобы ваше время не тратить, я покажу, как это работает. И затем я умолкну, потому что маска начинает растрескиваться, то есть ее эффект снижается. Нанесу эту маску и прилягу на 15-20 минут. Очень важно прилечь, потому что под воздействием сил гравитации вот этот самый лифтинг-эффект, он у нас наоборот подтянет. Если мы с вами будем ходить, да, он у нас подтянет нашу кожу вперед и вниз. И вместо потрясающего эффекта подтяжки лица мы с вами можем получить наоборот более грузное лицо и даже отеки в области века. Теперь смотрите, ну вообще-то его правильнее было бы наносить второй слой, но поскольку я перед этим, да, нанесла маску патч, я вот третий слой наношу такой вот корсетный, для того, чтобы был максимальный лифтинг-эффект. Можно сказать, что это эффект тейпа. Ну, я уже какой год использую, называю это корсетный метод. Под глаза то же самое. Можно нанести, в принципе, еще один слой. Такой. Эта маска тоже годится для нанесения на зону вокруг глаз. Главное все сделать строго по массажным линиям. Если у нас опущенное верхнее веко, то мы наносим вот таким вот образом, кисточкой. Просто подтягиваем бровь как бы вверх. Ну и еще один слой на шею. Причем, смотрите, старайтесь шею выводить на область подбородка, там, где у нас платизма. Все. Мы нанесли, укладываемся на 15-20 минут, то есть дома я в более открытом виде и делаю эту маску от зоны декольте. Вот так вот я иду, это для видео, чтобы вам показать. Итак, смотрите, идем, укладываемся на 15-20 минут. После этого мы маску обильно размачиваем водой и смываем. Если маска подсохла, вы можете наложить на лицо влажное полотенце для того, чтобы она разбухла и потом ее, допустим, смыть. Важно, когда мы смываем, не растягивать нашу кожу, чтобы не убрать вот этот эффект лифтинга. То есть важно размочить лицо. После того, как мы маску полностью смыли, вы можете лицо протереть тоником или отваром зеленого чая, если мы с вами боремся с пигментацией, и после этого нанести свой уходный крем, если кожа того требует. Это один момент. Второй момент, то что мы не просто с вами лежим, да, чтобы у нас была открытая шея, здесь максимальный эффект лифтинга, но еще желательно, чтобы мы с вами не просто с вот таким вот выражением лица леглись.
да, а чтобы у нас зафиксировалось лицо в небольшой улыбочке. Приподнимаем уголки губ кверху и идем укладываемся. Лежим немножечко в таком положении, потом маска как подсохнет, мы с вами можем расслабить свое лицо. Но вот эта полуулыбочка, она как бы зафиксируется на нашем лице, и уже вот под эту форму маска будет застывать. Потому что одно дело, если она застывает под такое выражение, то есть опущенные уголки мы их сами фиксируем, да, и другое дело вот такое выражение. И таких масок, конечно, лучше сделать курс и с целью отбеливания, с целью омоложения. Курс 10, 12, 15 масок. Делаем такие маски 2 раза в неделю, вполне достаточно. Нет смысла чистить, потому что кожа будет уставать. Итак, смотрите, я уже много говорю. Я быстренько укладываюсь, потому что, если вы можете заметить, потихонечку маска начинает подсыхать и верхняя века начинает опускаться. А мне-то нужно сделать взгляд открытым. Поэтому еще раз, дома вы все делаете быстро, молча идете, укладываетесь и молча о чем-то подумали. Так что вот такая вот потрясающая маска замечательно отбеливает нашу кожу, подтягивает и омолаживает.